Важно, чтобы книга решала какие-то страхи, какие-то проблемы. Большая их часть, минимум неинтересная, да и зачастую вредная. Обязательно читайте книжки детские до того, как отдадите своему ребенку. Как правильно подбирать книги для ребенка? Здравствуйте, дорогие родители! Меня зовут Шамиль Ахмадуллин, и вы на канале Школа скорочтения и развития памяти у детей. В этой программе «Учимся учиться» я отвечаю на вопросы родителей, взволнованных в будущем своих детей. И мне часто приходят вопросы следующего содержания. Моему ребенку 4 года, какие книжки почитать, либо у меня подросток 12 лет, девочка, какие книжки лучше ей давать читать, как выбирать книги и так далее. Этот выпуск будет полезен как для родителей дошкольников, так и для родителей школьников. Я расскажу про основные принципы, как правильно подбирать книги для ребенка. Одна из проблем, с которой сталкиваются и учителя, и родители, это то, что дети ненавидят в большинстве своем уроки чтения и литературы, и во многом эта проблема связана с тем, что подборка тех книг, которые в школьной программе обязательны, она, мягко говоря, требует коренных изменений, потому что современная программа изобилует литературой, которая, во-первых, ребенку непонятна, во-вторых, она ему не интересна, в-третьих, у меня мысль и вопрос, почему подобраны именно те авторы, какой тендер на то, чтобы, скажем так, влиять на умы детей, они выиграли. И понятно, что со школьной программой мы ничего сделать не можем, поэтому нам остается только подбирать для ребенка, для его чтения досугового, для его чтения дома, книги, которые, во-первых, максимально интересны, во-вторых, максимально полезны. Итак, разберем, как это делать. Поехали! Начнем мы с дошкольников. Я в ближайшее время буду снимать большое количество обзоров, тематических обзоров различных детских книг. Я даже приобрел небольшой книжный магазин для того, чтобы эту задачу раскрывать, давать родителям подборку тех книг, которые будут максимально полезны, максимально интересны их детям, потому что реально количество книг огромное, и большая их часть, минимум неинтересная, да и зачастую вредная. Первая особенность, первая задача книг для дошкольников, во-первых, быть полезной. Книга должна решать какую-то проблему. Например, ребенок боится темноты, и отличная книга «Тося, бойся и темнота», где разбирается аналогичная ситуация, когда ребенок также боится темноты, и, соответственно, в течение сюжета книги борется с этим страхом и в конце побеждает. Что делает ребенок, дошкольник, то есть ребенок 3-4 лет? Он моделирует это поведение, то есть для него поведение героев книги похоже на его реальную жизнь, то есть он сравнивает и, соответственно, при хорошем сценарии побеждает этот свой страх. Также есть у меня еще для примера одна книжка «Сюрприз для Карлсона». Это книга про зайчиков, и есть ребенок, мальчик-зайчик, у которого появляется братик или сестренка. Не могу сказать, что точно. Смысл этой книги в том, что большинство детей очень тяжело переживает, когда появляется братик или сестренка, потому что внимание родителей максимально переключается на более младшего ребенка, и, соответственно, детям очень тяжело это пережить. И эта книга также учит
правильным моделям поведения для того, чтобы старший ребенок принял младшего. То есть первое условие: книга должна быть реально полезной, то есть решать какие-то либо страхи ребенка, либо какие-то проблемы, либо моделировать какие-то ситуации, которые у ребенка, скорее всего, скоро появятся, чтобы он учился из них правильно выходить и правильно решать. Следующее условие для книг для дошкольников в том, чтобы были, во-первых, книга была качественная, то есть лучше жесткая обложка, твердый переплет, и она должна быть яркая, красочная, с хорошими иллюстрациями. Ну вот Тося, Бося и темнота — хороший пример. Иллюстрации очень яркие, приятные. Ребенок разглядывает картинки, смотрит на них, ему нравится, он с книжкой играет. То есть обязательное условие детских книг для дошкольников в том, чтобы они были максимально яркими, максимально интерактивными. Когда вы ребенку эту книгу читаете, либо он сам ее пытается читать, все должно быть визуализировано, должны быть яркие картинки. Третье условие для детей уже после 3-4 лет — это то, чтобы ребенок сам выбирал себе книгу, максимально яркую, ту, которая ему нравится, то есть вместе с ребенком приходить в книжный магазин и, соответственно, чтобы ребенок смотрел и сам мог подобрать себе книжку с теми картинками, которые ему нравятся. Ваша задача, соответственно, подвести его к той полке, которая подходит ему по возрасту и тематики, близкие к тем, которые вы хотите разобраться. Да, есть проблема в том, что книжных магазинов хороших не так много, да, потому что если вы в большинство книжных магазинов зайдете, то там все навалено в кучу, и разобраться даже взрослым очень проблемно. В принципе, но эта проблема также решается. Ищите магазин, в котором эта проблема решена, где низкие полки, где ребенок может подойти к полке, выбрать, и, соответственно, нужно сделать это традицией, когда вы с ребенком в книжный магазин приходите, покупаете какие-то книжки и, соответственно, эти книжки потом прорабатываете и читаете. Четвертый совет — это обязательно читайте книжки детские до того, как отдадите своему ребенку. Это очень важно, к сожалению, к счастью во многом и к сожалению иногда цензуры сейчас практически нет. То есть на прилавки попадают абсолютно любые книги с абсолютно разными точками зрения, и это замечательно, потому что есть свобода слова, и, соответственно, любые позиции, любые мнения можно открыто выражать. Это замечательно, с одной стороны. С другой стороны, когда эти позиции попадают в неокрепший мозг и психику ребенка, то могут случиться непоправимые изменения. Поэтому это ваш ребенок, за которого вы до 18 лет несете ответственность, поэтому обязательно читайте. Почему я так настаиваю на этом пункте? Не так давно наткнулся в Озоне на вот такую книжку. К сожалению, в печатном виде у меня ее нет. Ника Вудвуд «Пёся». Вот такая книжка. Вроде ничего страшного, ничего не предвещает беды. Но если обычный житель России ее прочитает, то есть девушка с яркими феминистическими взглядами, автор этой книги, соответственно, она полностью имеет право на это, полностью имеет право писать все, что угодно, но прочитайте эту книгу, я ужаснулся. Это мое субъективное мнение, я ужаснулся, и я бы не хотел, чтобы мой ребенок такие вещи читал. Поэтому, чтобы не краснеть,
не отнимать у ребенка книгу, прежде почитайте про нее отзывы, прочитайте ее внутренность и посмотрите, нет ли там каких-то страшных вещей. То есть, реально книга продается в детском отделе. По-моему, она вызвала определенный скандал, и все-таки из детской литературы ее перенесли. Я не знаю подробностей, да, но все-таки вот это такой яркий пример того, что можно напороться на книги, которые для вас будут, скорее всего, не для большинства, не говорю для всех, да, потому что сейчас на меня накинутся феминистки. Нет, я не имею ничего против феминизма, но для своего ребенка я бы такое не читал, да, и была бы моя воля, я бы вот такую литературу не допускал к полкам, но это мое сугубо личное мнение. Поэтому для родителей совет: всегда читайте то, что покупаете своему ребенку. Резюмирую, то есть важно, чтобы книга решала какие-то страхи, какие-то проблемы. Важно, чтобы иллюстрации были яркими, ребенку нравились. То есть мы приучаем ребенка любить книги. Книги становятся для него чем-то интересным, чем-то важным, потому что, понятно, да, почему лучше читать ребенку книги, чем показывать мультфильмы, потому что они тренируют воображение, то есть ребенок видит картинку, сам что-то дорисовывает, представляет, как герои двигаются, взаимодействуют. Этого не происходит, когда ребенок смотрит какой-то мультфильм, потому что там герои уже двигаются сами, делают все сами, то есть воображение не развивается. То есть, несоизмеримо больше польза любой детской книги для детского мозга, чем польза какого-то контента, видео, да, даже если мультфильм познавательный, даже если мультфильм чему-то важному, нужному учат, если учат бороться со страхами и так далее, в любом случае книга сильно полезнее. То есть, если вы знаете, да, есть в некоторых странах закрытые детские сады, закрытые школы, где практически не смотрят дети телевизор, где читают книги, и из этих детей вырастают будущие элиты, которые будут править, потому что мозг человека, который будет в дальнейшем управлять, должен формироваться именно книгами, то есть физиологически правильно для выращивания интеллектуала, а не человека, который потребляет легко перевариваемый контент. Поговорили о книгах для дошкольников, а в следующей части этого видео мы поговорим про книги для школьников. Какие особенности есть при выборе книг именно для школьников. Спасибо за внимание. С вами был Шамиль Ахмадуллин. Свои вопросы задавайте на нашу электронную почту вопрос@turboread.ru. Успехов вашему ребенку в обучении. Пока-пока.